Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этот поздний час вы собираетесь возле экранов своих гаджетов для того, чтобы изрядно пошуметь на ночь глядя. Обещаю, не будет шибко долго, но очень важные и такие объемные темы мы с вами точно обсудим. Традиционно предлагаю начать наш с вами разговор с нашего любимого. Это игра в города. Именно ради этого, собственно, я с таким бодрым и хорошим всегда, несмотря на подбор новостей для шума, и выхожу в эфир настроении, понимаете? Потому что это действительно объединяющая история. Это нас по-настоящему, я бы даже сказал, как бы так вот и лечит, что ли. Вот правда. Потому что вот вы пишете, откуда вы, да, откуда смотрите, где находитесь, и люди другие пишут, и это объединяет. Значит, сегодня у нас Днепр, привет из Санкт-Петербурга, привет Петербург, Гродно, Беларусь, Стамбул с нами, ох, Стамбул, центр мира последнее время, столько о нем говорят, Париж, Нижний Новгород, белгородский харьковчанин. Тоже с нами, Карелия на связи, Рубежная тоже с нами, и это здорово. Париж, Киев, Гамбург. Киев-Гамбург, это потому что человек из Киева, но поставил себе Гамбург, или сам находится в Гамбурге. Москва, Биберево, Брянск, Эстония, Одесса, Саратов, Конотоп, Харьков, Волгоград, Днепр, Гондурас. Есть просто Днепр, а есть Днепр, Гондурас. Орел, Омск, ничего себе, как издалека. Прага, Полоцк, Полтава, Канев, Тамбов, Днепродзержинск, Израиль с нами, Трусковец и Пхеньян даже. Может, шутит человек, хотя почему шутит? Там утро, кажется, да, уже. Кривой Рог, Севастополь смотрит, привет, Севастополь, Краснодар с нами и Краматорск тоже, Полтава, Чесапик, Вирджиния. Ух, какой интересный, Оксана, у вас населенный пункт. Копенгаген, Ставрополь, селище Ад, Буденновск. Друзья, это просто замечательно. И если будете смотреть в записи этот выпуск шума, тоже присоединяйтесь к этому в комментариях, потому что я вот пролистываю комментарии под каждым шумом, и действительно душа радуется. Давайте как бы к делу, потому что времени не так много, я понимаю, там часовые пояса, но в большинстве сейчас вот приближается ночь районов, где нас смотрят, или уже наступила ночь. А может только наступает. В общем, начнем наш традиционный эфир шума с вот такого, так сказать, посыла. Опрос. В каком формате встречи лидеров может закончиться война? И варианты. Трамп-Путин, Трамп-Путин-Зеленский, Путин-Зеленский, и ни в одном из перечисленных война закончиться не может. Проголосуйте, пожалуйста, очень интересно ваше мнение, пока у нас есть в лидерах Трамп и Путин. И давайте так будем говорить, честно говоря, не мудрено, потому что вот сейчас выходит свежее заявление Госдепа, очень интересное, особенно на фоне вот этой истерии, которую разгонял Кит Келлог, на фоне вот этого всего, что наговорил Трамп, его очень четко, лаконично, справедливо, мягко урезонили. Устюжина, Москва, Новоогарева, привет из Перми, привет, Нарва, тоже привет, Подмосковье. Значит, вот мне пишет флайер, Саша, вы в курсе, что у Мерца того самого тоже есть позывной радиолюбительский ДК7ДК? Нет, не в курсе. Я, если честно, очень давно, там, с 2015 года, не в радиолюбительской семье, но это очень интересная информация. Значит, Аболтус из Ашдота, Моша Израилевич. Почему Аболтус сразу? Сибирь, Алтай на связи, Урал, в самом пекле Мордора. Ростов-на-Дону тоже с нами. Харьков, это очень прекрасно и очень замечательно. Начнем наш сегодняшний шум с, таких достаточно ярких заявлений. Заявлений свежих, вот которые вышли буквально перед самым эфиром, которые немножко проливают свет на то, что было до. Мы будем сейчас сравнивать. Значит, выходит Госдеп и, собственно, делает ряд заявлений. Причем очень важных заявлений. Значит, последнее заявление Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование, подчеркнула спикер Госдепа Тэмми Брюс. А что за разочарование? Откуда оно? Все же на мази, все вроде бы как-то в мирном процессе. Да, война обостряется, так мир это мир, война это война, почему бы и нет? Все на самом деле очень просто. Значит,
Трамп делает ряд заявлений о том, что он там, Путин сошел с ума. Сегодняшнее заявление о том, что Путин играет с огнем, и он там чуть ли не спас Россию, да, от каких-то таких тяжелых последствий. На это уже отвечает вечерний Медведев, который говорит, не знаю там кто кого спас, что такое игра с огнем, но реально Третья мировая война, вот реальная угроза, насчет угроз Путину. Все считывают это как угрозы Путину, но вот выходит госпожа Брюс и говорит, что не надо, идет мирный процесс. Это часть игры, часть вот такой постановки. Вот эти все заявления, они как бы это создают фон, создают там напряжение определенное, создают какой-то процесс ускорения. Трамп не разочарован в России. Ну и еще очень интересное заявление, что, значит, она подчеркнула, что урегулирование конфликта в Украине возможно только дипломатическим путем, а не через военные действия. И вот это очень хороший и, главное, правильный сигнал. Вообще, если вы вспомните вот госпожу Брюс, которая отвечает на вопросы от Госдеп, это подчиненная Рубио, у нее всегда такие очень резкие были заявления. Вот резкие. Вот можно было брать Кита Келлога и ее, и прям ставить знак равно. Да и самому Рубио, да, который единственное, что так в ситуационном последнее время отмечался, тем, что мы будем выходить, мы там то, а сейчас Госдеп меняет риторику. Говорит, все нормально. Только дипломатическим путем. И что интересно, в ответ на вопрос журналиста о дальнейших шагах США, она подчеркнула, что Трамп выступает за прямые переговоры между Россией и Украиной. Значит, все должно решаться дипломатически, действительно. Значит, Рубио, начальник Брюс, говорил, что если не будет прогресса, подход США может измениться не в плане поддержки прекращения огня или помощи в его достижении, а именно по поводу вопроса посредничества, разъясняет Брюс. То есть, если ничего не получится, то мы просто не будем посредниками. Мы не будем там, мы не изменимся в плане позиции по прекращению огня или поставок вооружения. То есть она дает понять, с одной стороны, что вроде бы США готовы выйти из переговоров, но будут поставлять оружие и дальше. Сейчас, конечно, многое остается неопределенным, и, похоже, Путин чувствует раздражение Трампа из-за происходящего. Но, думаю, очевидно, что обе стороны должны начать смотреть на ситуацию напрямую друг с другом, чтобы, наконец, достичь какого-то прогресса. Прогресса, кстати, с точки зрения прямых переговоров, абсолютно не просматривается. На фоне этого я предлагаю вот прям серьезно разобрать очень интересное интервью Кита Келлога, да, вышеупомянутого мной. Потому что то, что говорит Брюс, лишь отчасти, вот так вот посредственно вот как-то касается того, что он заявлял, и что действительно вызывает много шума. Он выходит сегодня на Fox News. Вот что говорит. Этим утром все более напряженные отношения между президентом Трампом и президентом России Путиным после новых нападений на Украину в выходные. Трамп написал, цитирую, «Он совсем спятил. Он без нужды убивает множество людей. И я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускаются по городам Украины без всякой причины». Значит, Fox News идет вводная новость. Трамп написал, что Путин спятил, бьют по городам, бьют по Украине. И, соответственно, кто-то должен статусно это прокомментировать. То есть вы изначально заметьте, какой посыл идет. Да? То есть Путин спятил, Трамп задает тон, гневный, что, в общем, Путин сошел с ума. Включают Келлога? Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог является специальным посланником президента Трампа по Украине. Он присоединяется к нам сейчас. Генерал Келлог, так здорово видеть вас этим утром. Спасибо, что присоединились к нам. Так что, вы знаете, очевидно, что сейчас между Трампом и Путиным происходит много перепалок, и они становятся все более острыми. Но что осталось у Трампа в арсенале, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и сделать то, что хочет Трамп? Значит, смотрите, идет изначально ситуация давления. Даже вот в журналистском вопросе, да, вот это вот читается. То есть у Путина и Трампа много перепалок. Но ведь это неправда. Fox News. Fox News. У них нет заочных перепалок. У них нет очных перепалок. У нас есть ситуация, когда Трамп проснулся в каком-то настроении и чего-то выдает на гора. Ну о каких перепалках идет речь? Путин как-то резко отвечал Трампу. Наоборот, дипломатия все микширует и поступает российская дипломатия вот так, как сегодня, вот прямо перед нашим эфиром, Брюс, да, то есть американская дипломатия. Но тем не менее,
Тональность. Главное — тональность. Ну и ключевой вопрос. Это, кстати, правильный вопрос по поводу инструментов Трампа. А как же, подожди, что может сделать Трамп, чтобы усадить Путина за стол переговоров? Вот что отвечает Келлог, чувствуя на себе еще могучие руки Ермака в объятиях в Лондоне. Кстати, он о них помнит и тоже вспомнит. Да, Чарли, спасибо, что пригласили меня. Приятно быть с Fox and Friends этим утром. Смотрите, он многое делает. Я имею в виду, его разочарование понятно. Потому что происходит следующее. Когда вы атакуете города таким образом и без разбора убиваете женщин и детей с помощью ракетных ударов или дронов. Это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который был разработан, чтобы предотвратить это. Конечно же, Возникает очень важный вопрос. Значит, он сразу, ну, он же эксперт, то есть вот он советник, эксперт, говорит, Женевские протоколы. Там есть одна очень такая тонкость, заковыка. Меня могут поругать юристы, но тем не менее, это когда война. Это когда война. Регулярная. В Украине она не названа войной. В России она тоже не названа войной, хоть Путин все чаще употребляет слово «война». Там СВО, у нас военное положение, силы обороны, ну как бы оборона от агрессии. Но это детали. Келлогу нужно прикрутить базу. Прикрутил, молодец. Женевская конвенция касается правил ведения войны, и это было добавлено к ней. И россияне подписали это, Соединенные Штаты подписали это, и украинцы тоже подписали это. И это для предотвращения этого неизбирательного убийства, что вы видели за выходные, женщин и детей. Знаете, давайте отдадим должное президенту Трампу. Вы знаете, он сделал за 120 дней больше, чем предыдущая администрация сделала за 1200 дней. Мы проводили встречи. Значит, смотрите, тут еще, ну, то есть, понятно, есть пресс-накат, сейчас мы поймем, к чему все идет, но тут он говорит, а давайте отдадим должное Трампу. То есть, выходные ад в Украине, его включают, говорят, ад, ну, там выходные, разница часовых поясов, вы понимаете, поэтому сегодня вторник, вот сегодня это как бы утро, там вечер, утро, то есть, ну, ладно. То есть, там ад, но мы должны отдать должное Трампу, давайте. По вопросам установления мира в регионе, в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне, а недавно в Стамбуле, чтобы попытаться собрать стороны вместе и выработать план двигаться вперед и принести мир. И у нас есть украинцы в такой позиции, где мы верим, что этого они хотят, и у нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли обратно из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться. Значит, смотрите, что он тут говорит. У нас есть план украинцев, которые хотят, и у нас есть план из 22 пунктов. План из 22 пунктов американский. Позже пресса расписала эту историю и говорит, что это уже скорректированный план. То есть это не тот, который был раньше, а там есть уже коррективы, внесенные уже после Джидды. То есть у них есть план, целых 22 пункта. Говоря, мы думаем, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана, и все прошло хорошо, Чарли. Так что мы довольно уверены в этом. И я думаю, когда вы спрашиваете, что ему нужно делать, я думаю, что ему просто нужно продолжать. Это расстраивает, я это знаю, но единственный, кто может сделать это, вот это президент Трамп. Я действительно в это верю. Я неоднократно говорил это в эфире, что основываясь на его личности и том, кто он есть, он именно тот, кто может принести мир в регион. Это будет нелегко. Знаете, переговоры никогда не бывают легкими, но эта война нигде не может закончиться через насилие, через убийство солдат с обеих сторон. Все сведется к переговорам. Вот где нужно быть. Да, хотя это То есть, смотрите, тоже мы видим Fox News, да, там есть Чарли, этот журналист, который вроде задал вопрос, ему говорят, так есть инструменты? Он говорит, есть, продолжать дальше. И это все он рассказывает, благодарит Трампа на фоне, ну, тоже картинок из Киева, которые показывает Fox News, да, о том, что смотрите, какая беда, вот это все, тут пожары, тут разрушения. То есть надо продолжать дальше. Окей. звучит так, как будто сторона Путина не в каком-то... Похоже, что они не очень-то и продвигаются. Вот что сказал пресс-секретарь Путина. Мы благодарны американцам и лично президенту Трампу за помощь в организации и запуске этого переговорного процесса. Конечно, в то же время это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой абсолютно всех и с эмоциональными реакциями. Так что, мне кажется, это не совсем похоже на то, что российская сторона, что они особенно открыты, чтобы попытаться разобраться в этом. Да, Чарли, я думаю, что... То есть изначально пошел манипулятивный вопрос, потому что он понимает, что Келлог с ним на проводе. То есть приводится заявление Пескова о том, что российская сторона благодарна и призывает, ну, как безэмоциональности, который, ну, точнее не то, что призывает к безэмоциональности, говорит, что много эмоций. Понятное дело, много эмоций, но журналист делает вывод, что, простите, то есть это означает, что Россия не готова договариваться, они недостаточно разобрались. Именно поэтому нужно постоянно оказывать какое-то давление на россиян, чтобы подтолкнуть их к столу переговоров.
и принять решение о том, где они хотят быть. Когда президент Трамп говорил с президентом Путиным чуть больше недели назад, россияне сказали, что они собираются предложить то, что они называют меморандумом. Это то, что я называю таблицей условий. Таблица условий значит, хорошо, вот как мы добиваемся мира? Мы получили это от украинской стороны. Нам нужно получить с российской стороны. Затем вы объединяете их, вы соединяете их вместе. И скажите, хорошо, как это выглядит? А? Что неприемлемо принимать? Куда вы можете пойти, чтобы это объединить? И как только мы это сделаем, как только мы получим их условия или меморандум, мы это объединим, и тогда будет другой, знаете, другая встреча. И мы полагаем, что она, вероятно, пройдет в Женеве. Мы бы хотели провести ее в Ватикане, и мы были вполне готовы сделать что-то подобное, но россияне не захотели ехать туда, в Ватикан. Значит, что там таблица условий? Окей, таблица условий, там мы должны встретить, и вот это все. И вот на этой встрече мы получили от Украины. У нас есть свой из 22 пунктов. Мы вот теперь ждем от России. И вот мы встретимся. Хотели в Ватикане встретиться, но получили отказ по причине понятной, потому что там Ватикан, да, РПЦ там была против, и вообще непонятна роль Ватикана, поэтому предлагается сейчас новая история, женевская. В этой Женеве должны, по словам Келлога, встретиться Трамп, Путин и Зеленский. Так что я думаю, Женева может быть следующей остановкой, а затем можно отправиться куда-то, где соберутся все три главных лидера всех сторон. Встретится президент Трамп, президент Путин и президент Зеленский, чтобы обсудить это и прийти к какому-то подписанному документу, который положит конец этой войне. Эта война длится слишком долго. Президент Трамп абсолютно прав. Нужно остановить убийство. Когда вы смотрите на цифры, которые просто, я называю это индустриальными по масштабам убийствами, когда у вас есть жертвы с обеих сторон, которые превышают 1 миллион, и на данный момент, по скромным подсчетам, мы говорим о 1 миллионе 200 тысячах, это поражает. Это превышает цифры Второй мировой войны. Это то, что я называю индустриальным масштабным уничтожением. А затем обстрелы городов с неизбирательным насилием, это просто не выход. Действительно. Хорошо. Генерал Келлог, большое спасибо, что присоединились. Ну вот это было полное интервью. Смотрите, здесь есть определенная неточность. Все средства массовой информации понесли так, как я сказал. Что имеется в виду? Что Келлог говорит, в Женеве встретиться. Ну не совсем. Сегодня появилась информация, что не в Женеве, а в Стамбуле будет второй раунд. Тем более, что Хакан Фидан, он встретился уже с Путиным, встретился с Лавровым сегодня, с Путиным вчера. И отправляется, по информации Reuters, в Киев. То есть, судя по всему, Келлог сбоку. Келлог не владеет ситуацией. Келлог говорит о том, что есть какие-то планы, вполне вероятно, где-то даже там устаревшие, ну или те, которые нужно соединять, но соединять их будет не Келлог в Женеве. И об этом четко говорит Госдеп. Госдеп — это профильное, ну, чтобы все понимали, да, спецпредставитель — это одно, но Госдеп — это немного другое. Есть вероятность, что и вот прям Россия, ну, информация, что Россия говорит о том, что она будет в Стамбуле, никакой Женевы для следующей встречи. А в Женеве, как бы, может уже встреча лидеров случиться. Но встреча лидеров вообще, как бы, дело туманное, тем более в формате Зеленский, Трамп и Путин. Это тот самый формат Анкары. Помните, когда Зеленский приезжал, говорит, Путин, я здесь, а Трамп, да, я заеду. А потом говорит, так что... А зачем Путину ехать? Меня же там не будет. Ну и в конце концов никто ни с кем не встретился. Вот это сейчас прогревается после второго раунда соединения вот этих меморандумов. Сегодня Захарова, спикер Министерства иностранных дел, ну это как бы Госдеп российский, ну или там Госдеп, это как бы Министерство иностранных дел, так вот она как спикер сделала заявление по меморандуму. Но подчеркнула недоговороспособность как раз-таки оппонирующей стороны. Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. Что же на этом фоне или на каком, можно сказать, фоне это все происходит? Мы фиксируем деструктивные заявления Зеленского, которые вместо того, чтобы увидеть или услышать тех, кто пытается сфокусироваться хоть на каком-то конструктиве, хоть на каких-то результатах, начинает эскалировать вот эту агрессивную риторику, пытается переложить на Россию вину за, как он там формулирует, затягивание конфликта. Да, то есть идет наработка меморандума, текста российского, тот, который ждет Келлог. И там вписано прекращение огня, там тоже будет вписаны сроки, условия, и если достигнут договоренностей, тогда, ну, соответственно, все будет.
но непонятно, куда гонят. Точнее как, понятно, куда гонят. Сегодня средства массовой информации одного из заместителей Ермака, да, то есть в офисе президента, тиражировали заявление о том, что как раз-таки в меморандуме украинском, том, который есть уже у Келлога, который уже передали, значит, там ничего про... Там исключительно прекращение огня. А там условия, разные, скажем так, нюансы, которые как бы в целом нас подводят к будущим мирным соглашениям, этого всего нет. Мол, сначала достигаем соглашения по прекращению огня, а уже потом все остальное. То есть в этом разница между вот этих, скажем так, меморандумных, да, вот этих баталий. В этом разница между одним и вторым меморандумом. В этом и суть игры. То есть Россия представляет комплексный документ. Давайте соглашайтесь на эти условия. Согласны? Окей, прекращение огня по срокам, по окончанию войны. А украинская сторона четко фокусирует свои предложения, которые уже быстро-быстро отправили Келлогу, и тут ждет от России чего-то. Вот это свое. В этом абсолютно несоответствие, потому что прекращение огня – это часть меморандума России, а в украинском меморандуме это главное. Это нужно понимать. Ну, насчет слов Захаровой. Казалось бы, ну зачем их давать? Ну, в принципе, понятно, да. Риторика Зеленского агрессивная, там такая. Ну, так это было заявление сегодня днем Захаровой. А вот часть вечернего обращения Зеленского. Будет отвечать собственным оружием и собственным дальнобоем, и будет бить вглубь Российской Федерации. Это сегодня, вот буквально там час-полтора назад, вышел Зеленский и сказал. Так что это за мирная риторика? Тоже ведь интересно. 30 числа Россия собирается в Совбез ООН по поводу заявлений европейских, ну, со стороны Европы, конкретно Мерца, который говорит, что, слушайте, мы разрешаем бить дальнобойным оружием, снимаем как бы, все ограничения на дальность по ударам по российским территориям, поэтому просим, как говорится. Причем присовокупил туда и Францию, и Британию, и даже США, представляете? Брюс я вам показывал в самом начале, которая достаточно сделала четкое, емкое и правильное заявление, говорит, никто не разочарован, Трамп просто ведет политику, все нормально, он за прямые переговоры, то есть успокоились. Ей тоже задавали вот буквально вот полчаса назад этот вопрос. Говорят, мол, а вот немцы заявили, они там чего-то сняли по поводу дальнобоя. Она говорит, мы это не комментируем, это к немцам. Ну, так и сказала, это не к нам, это к немцам. То есть четкая и сбалансированная внешняя политика. Хотя, если честно, первое впечатление от Брюса Госдепа и Рубио тоже, ну, у меня было абсолютно не миролюбивое. Как раз-таки он представлял и так... Ну, вот это крыло, которое больше не маговское, да, такое тоже республиканское, но такое продемократичное, такое посредственное, ну, как посредники между одними и другими. Получается, что вот там уже в Госдепе стали на эти рельсы, а Келлог вместе там с журналистом в эфирах идет свою игру. Россияне публикуют, ну, готовят документ, они его предоставят, у них об одном, у этих о другом. А Зеленский продовжує заявляти об ударах дронами. Вів тривалу нараду з військовими, головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов. Вы заметили, как вот это вот... Это, кстати, не первый раз такое. То есть провів тривалу нараду, и как бы отдышка, как бы вот устал. Прям вот только что, вот, да, вот и прибежал... Вот это все, провив нараду. Ну, и сейчас он нам расскажет. Вот сейчас, вот, как бы, не сказать, что на свежую голову, но вот сразу после, вот прям работает человек, даже отдышка вот такая. Міністр оборони також був Умєров. Питання планування наших дій. Наша готовність відповідати на російські удари, на їх погрози, а також діяти превентивно. Це означає... То есть отвечать и действовать превентивно. Отвечать, действовать превентивно, красивые слова, правильные, между прочим. Ну, война идет, конечно, надо отвечать и действовать превентивно, но это абсолютно идет все вразрез с мирным треком, не находите? Збільшувати наше виробництво, наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для сил оборони України. Буде більше, я впевнений в цьому. Зараз
ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. То есть, посыл, логика понятна. Значит, предприниматели будут оружие изготовлять, это все профинансируют европейские партнеры, будет больше украинского оружия. И дальше он там будет перечислять какого. Вот тут интересно по поводу предпринимателей. Это как ФОПы, первая, вторая группа. Ну, то есть это они, наверное. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу. Всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти на значну відстань. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми. Значит, все должны делать мы за инвестиции и деньги европейских партнеров. Что именно, мы, конечно, не можем говорить, потому что это страшная военная тайна, но наши предприниматели, наши предприятия это все обеспечат, и это будет. То есть мы должны бить далеко своим оружием. Вот в таком духе у нас развивается мирный трек. Между тем, пока Зеленский говорит о дронах, которые будут, вот это видео появляется с передовой. Мали карася в оптоволокно. Оце все поле в оптоволокні. Значит, судя по пейзажу, знакомые для меня места, ну, наверное, это Донецкая область или где-то там. То есть поля бескрайние, солнышко то ли, ну, наверное, закат, скорее всего. И вот они, бойцы украинские, идут, шутят, что поймали в сети карася. Оптоволоконные сети. То есть вот это все, вот эта паутина, которая там, знаете, вот есть такие пейзажи, когда солнышко светит, опускается за горизонт, и вот там вот это вечер, такие паутиночки, да, ну, там, на траве, на полях, на какой-то зеленушке, там, на бурьянах. А это все не та паутиночка, это все оптоволокно. Геть, все тягне за собою. Рибак, блядь. Ваня, а ти чого собі не взяв? Ти чого собі не взяв лески? Мали карася в оптоволокно. То есть вы видите как? То есть пока у нас вот это все, это оптоволокно. В Украине тоже есть там разработки оптоволокна, но это вы понимаете, он идет, он не по-украинскому топчется и тянет за собой. Распуталась там какая-то катушка. Это все оптоволокно с дронов. Судя по его количеству, их там просто неимоверное количество дронов. Судя по тому, сколько намотано на ногах у украинского военного, это вот прям, ну вот такой достаточно серьезный фактор. Но у нас все будет и свое. Европейцы дадут деньги, проинвестируют, и все будет. Очень вписывается под мирную риторику, как и другой аспект, от которого сегодня просто разрывает все там, то, что осталось или называется гражданским обществом. Эта ситуация, ну вот этот кусочек я показывал вчера на прямом эфире с Арестовичем. Вот. Значит, мобилизация, бусификация. Это двор черкасский, и вот понаблюдайте за... Ну, я все не буду показывать, как в прошлый раз. Вы, если вчера смотрели эфир, вы это как бы видели. Это вот та ситуация, которая разошлась вчера. Вот. Значит, человек сбивает шапку, ну и как бы пинает военкома. Ну, дальше понятно. Дальше их там запинали, потолкались, маленькие с большим. В общем, люди достаточно агрессивны. Женщины вышли всем двором, отгоняли военкомов. Ну и в конце концов, да, вот взяли и отогнали.
Одного тоже там потаскали за грудки. В общем, прогнали их. Вот, что называется, прогнали. Казалось бы, ну вот такая ситуация. Ну вот так получилось. Но сегодня, вот этого мужчину, а вы его можете узнать по силуэту, он стал сегодня героем сводки полиции. Официальный сюжет. Вот то, что предоставляет пресс-служба полиции Черкасской области. Поліція України, відкривайте двері! Лягай назад, лягай. То есть, смотрите, сколько их там, раз, два, три, там 4, 5. Смотрите, в касках, в брониках, с автоматами, в подъезде. 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих Зоя Вовк, речниця, ну то есть спикер, значит, на улице Рождественской случился инцидент 26 числа, это вчера. Инцидент нападения на ТЦК. жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Формулировка. Мужчины спровоцировали конфликт с ТЦКшниками. То есть мужики вот эти, они виноваты, они спровоцировали. Интересно, интересный взгляд. У рамках відкритого кримінального провадження завдяки злагодженим діям співробітників карного розшуку спецпідрозділу батальйону поліції особливого призначення Значит, злагоджені дії – это вот совместные такие действия уголовного розыска, батальона спецназначения Черкаського районного управління поліції, Черкасского районного управления полиции. відділу кримінального аналізу, слідчих підрозділів та інших служб Слідчие, то есть следаки и другие службы насчитали, да? То есть вот и мы видим, да, вот кадры, когда вот это вот, ну, мужика заблюрили, там голову положили, еще одного взяли. поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Видите, как двери ломают прямо. Слушайте, двери ломают. Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з'ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Крім того, вирішується Приняли, значит, мужиков, некоторые уже в СИЗО сидят. То есть вот эта хулиганка, вот эти черепашки-ниндзя в этих всех, скажем так, обмундировании, да, вот это все, они за хулиганку пришли, а там не просто хулиганка, там же нападение на военнослужащего от 2 до 5. Вот уже сидят в СИЗО, по остальным решается. питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів. Ну, вот это там обязательно вот так вот. Ту-ту-ту. Потужно. Потужно. То есть пришли такие добрые военкомы, говорят, ой, а кто тут у вас? А давайте проверим. А те спровоцировали конфликт. Там шапку сбили, пинками вытолкали, усадили в машину и уехали. Статья хулиганства. Да? Статья хулиганства. И плюс вот это нападение, там то, что квалифицируют, то, что прокуроры будут просить от 2 до 5. То есть не просто хулиганство, а от 2 до 5. Ломали двери. 3 мужчин и женщина. То есть вы понимаете, насколько показательная история? Это такая история, что, ну вот, чтобы неповадно было. Вот эти 3 мужика, там еще одна женщина, всем выписали, всех под статью, все разбирательства. Вот это разбирательство вы видели. Обычные дома, обычные квартиры. Ну вот просто, вот они просто прогнали военкомов, которые лютовали и ловили всех подряд, чтобы они как бы не били, там, не крутили и не вязали, ну, соседа, условного соседа.
по улице Рождественской. Вот после вот таких видео уже, наверное, ну не знаю, а что будет с этими людьми? Вот. То есть это уже Кривой Рог. Ну там относительно недалеко. Это, кстати, родина президента. Мужика сбили с ног, тут подошли еще двое какие-то, но не как-то так вот, не так рьяно, да. Интересно, они подошли, они, наверное, подошли провоцировать, да, что мужик, ну, тоже уже в возрасте, там, в любом случае, там, под 50, плюс-минус 50, кричит: отпустите, что вы делаете? Снимайте, люди, снимайте. А кому это интересно? Это же Луганск фильм в Кривом Рогу, на Криворожье. Тем более, что, ну, кого-то крутят, а если ты вот подойдешь, к тебе будут двери ломать полицейские. Вот эти найдут таких вот как там, следствие, райотдел, ОМОН, вот этот, ну, специального назначения подразделения, еще там какие-то и другие сотрудники придут тебе двери выбивать за то, что ты там отбил от вот этой бусификации ужасной, отбил своего соседа. Вот к чему они ведут. Вот они к чему ведут. Но зато как бы по телеку и в режиме там полупрофи, как-то марафона и отдельных глашатаях типа Янины, там вот такое. Інтерв'ю Тараса Чмута, директора фонду «Повернись живим», це TikTok і Telegram. Тобто я для себе прекрасно розумію, що... То есть это сейчас беседует с этим Павлом Казариным, который говорит, что, ой, слушайте, бусификация это классно. И говорит, это все вообще TikTok и Telegram виноват. Насмотрятся люди, потом идут провоцировать ТЦКшников. Попри всі але, історії з ТЦК, і це масштабувалося, і плюс фейкомети, плюс штучний інтелект, плюс пропрацьовані боти. Фейкометы, искусственный интеллект и отработанные боты. Вот это вот все, да, вот это вот и привело к этим проблемам. Пропрацьовані блогери, пропрацьовані передягнені ТЦКшники і військові. Как он внимательно на нее смотрит, слушайте. Павло с российским паспортом, полученным в Крыму, и который ездил в Москву получать загранку. Смотри, как внимательно смотрит. Не, ну я не на то же там в Москве светилась, в сериалах снималась. Наверное, они нашли друг друга. Гляньте, какой взгляд. Які йдуть і записують відео. Це наситило TikTok і Telegram до такої міри, що Тарас Чмут слушно сказав, нам треба це закривати, особливо TikTok, тому що ми не зрушимо з місця історію з мобілізацією, поки є TikTok і Telegram. Значит, мы не сдвинем с мертвой точки историю с мобилизацией, пока есть ТикТок и Телеграм. Вот это вот, кстати, очень интересная мысль. А что имеется в виду сдвинуть с мертвой точки? Ну, то есть, сейчас у нас, я так понимаю, что это ж вывод, умозаключение, сейчас мертвая точка. А что будет вот как сдвинуть? То есть, никто этого ничего не увидит. То есть, нам покажут только каких-то... Ну, в официальной сводке, вот как полиции рот не заткнут, да, они вот будут выходить с такими сюжетами, как вот по ситуации в Черкасах. И никто ничего не увидит. Смотрите, то есть классно же. То есть, да, вот не будет ТикТока, не будет Телеграма, она как бы говорит не от себя, там вот, ну, там, ссылаясь на Чмута, мы тоже это разбирали когда-то, там, пару недель назад. Ну, то есть она согласна. То есть, если никто не видит, значит, этого нет. Это мне напоминает вот ребенка, который такой, оп, глазки закрыл. Ой, все хорошо, ничего нет. Понимаете? Ой, что-то появилось. То есть, идет вот такая вот история. Давайте закроем. Никто этого не увидит. Все увидят только полицию доблестную, которая, ну, наверное, там, рецидивиста какого-то ловит. Какого-то, не знаю, там, наркоторговца, какого-нибудь там мафиози, вора в законе. Ну, вот так это все выглядит. Ну, двери ломают, мужиков кладут землей, ну, в ковер. В ковер! В такой обстановке, да. То есть, в любом случае, это блатхата. Подумают они, нет, они просто всех нашли, и каждому домой пришли, и каждого, собственно, приняли. Отправили ждать досудебного следствия. Но этого никто не должен видеть. Точнее, это должны видеть, а то, что вообще происходило, да, как там чинили отпор, и
примера того, что люди собрались вместе и отбивают, видеть не должны. Поэтому закрывайте ТикТок и Телеграм, а если там блогеры, то проплаченные, если еще там кто-то, то это все, ну вы поняли. Вот в таком духе. Так, а что такое мертвая точка? Розказав нам другой боєць. Козаки вже закінчилися. От, і ті військовослужбовці, які зараз приходять, рекрути, які приходять, дуже вкрай низької якості. Коли ти приїжджаєш там на... Значит, он говорит, казаки закончились, а те рекруты, которые там приезжают, они очень низкого качества. Низкого качества. Некачественные какие-то. полігон, на навчальний центр, і дивишся йому в обличчя, там уже, він вже вмер, по факту. То есть ты смотришь, человек, приезжаешь, он же боец, видите, развалился, то сидит, студия телеканала «Великий Львов», ну, Большой Львов, Великий Львів. И он сидит, ты приезжаю такой на полигон, смотрю ему в глаза, а он уже умер. А как ему не умирать? Ну, подождите, если ему там дали по почкам, засандалили, засунули, тех, кто пытался его отбить или, не дай бог, отбили, пришли, приняли, но он уже умер там, на полігоні. Тому з цим є однозначно проблеми, і це треба розуміти, це треба визнавати, це треба допрацьовувати, так само в тих самих навчальних центрах, під час відбору тих військовослужбовців, підготовки їхнім, тому що... Отбора среди кого? Ну, вот среди кого? С вот этих, на которых глянешь, он уже умер? Готувати тільки в одному напрямку, там, вогнева, тактика, орієнтування чи ще щось, цього є мало. З людьми треба працювати в ідеологічному плані, що в Збройних силах, на жаль, залишає бажати кращого. От. Ну, це треба чітко розуміти, ці моменти, які впливають. То есть, в финале он вообще выдает коронку, говорит, в идеологическом плане плохо работают в ВСУ. Вот плохо. Ну, что правда, приезжаю, он уже умер, в глазах написано. Плохо работают. Надо идеологически заряжать людей. Сначала по почкам, потом по мозгам, словом патриотическим. И он сразу воспрянет духом, и почки перестанут болеть, понимаете? Вообще вот эта вся идеология, знаете, к чему сводится? Мне пришло на ум. Она сводится к инфо-цыганству. Вот это вот, знаете, вот я долго думал, есть же там вот эти там курсы счастья, курсы о том, что там успех — это от слова «успеть», там коучи. То есть надо вообще надо по-другому это все относить. Вот там бургеры там для молодежи, там 500 человек набрали с этой рекламной кампанией. Надо вот оттуда тянуть, с инфо-цыганства. Надо у Гордона спросить, как он пирамидки продавал. Надо вот посмотреть на кейсы известных популярных блогеров, которые учат тебя жизни, которые занимаются коучингом. Ну вот как бы наставляют тебя. И тогда с идеологией все будет нормально, понимаете? Потому что вот то, что там нам сейчас преподносят, это вот все равно нечто. Ну вот такое еще звучит. Якщо ви як люди, я якось звертаюсь до людей, не берете своє життя в свої руки, не приймаєте рішення за себе, то за вас хтось ці рішення прийме. Вот эта мысль, слушайте, если ты человек, если ты, ну, это вот Олена Рыж нам рассказывает, если ты человек, ты не должен, ну, ты не принимаешь решение за себя, кто-то другой за тебя его примет. Вот это премудрость, ничего себе. Слушайте, прям хочется послушать дальше, правда? А это о чем она? Это, наверное, о том, как там мужика найти богатого, или, наверное, о том, как, ну, я не знаю, там, заработать первый миллион, или о том, как продвинуться по карьере, там, по службе, да, о том, как в коллективе продвинуться, как это, убрать блоки. Наверное, об этом Олена Рыж. Нет, она о том, що треба йти в ТЦК. І вам це не сподобається. Я це кажу завжди всім навколо. І це скрізь працює. ТЦК, який ловить людей. І в мене були неодноразові такі історії, коли я казала, вибирай підрозділ, роби що для того, щоб йти служити, практикуйся, вчись. Бо якщо тебе піймає ТЦК, все, твою... То есть вы понимаете, то какая история? То есть иди, обучайся, профессию, как Верещук, да, вот это вот. Все там по полигону, фоточки. Занимайся там, обучись дрон водить, сделай что-то. Потому что если поймает ТЦК, то все. Это страна непуганных идиотов. Слушайте, ну это правда инфо-цыганство? Вот она так и говорит.
ну, твою долю вже не ти будеш вирішувати, а буде вирішувати хтось інший. А так ти будеш мати можливість вибрати підрозділ туди, куди ти хочеш, і вибрати спеціальність. Ну, тобто, ким ти хочеш бути? Дронщиком, там, не знаю, діловодом, ким завгодно. А тут все, тут твоя доля буде вирішуватися кимось там зверху, і тобі цей вибір не сподобається. Вот так вот. Хочешь, чтобы тебе нравилось, иди сам. Это как вот этот вот известный, да, шутка, анекдот. Если вас насилуют, расслабьтесь, получайте удовольствие. Сам иди, а то тебе не понравится, а так понравится. Выбирай, кем хочешь стать. Все, правда, почему-то хотят стать поварами, водителями, там вообще, что в руки оружие не брать. Представляете? Есть и такие. Есть и такие. Вот о таких говорит вот эта дама, еще одна. Но это уже инфо-цыганство как бы от военных. Ну, то есть это просто уму непостижимо. То есть то, что она сейчас говорит. Послушайте. Я просто не хочу, щоб дівчата, котрі хочуть на бойову посаду, саджали на папери. У нас куча ухилянтів, які, сидять під маминою спідницею, трясуться. Хай вони паперами займаються. Я не розумію, в чому справа. Хай кухарями йдуть, хто там. Вони на бойові будуть свої там 20-ку отримувати, срака буде прикрита. А дівчата... Значит, есть женщины, которые хотят воевать. Ну, что они должны сидеть там в штабах, бумажки перебирать, там чего-то, заниматься вот этой какой-то работой? Нет, они хотят на фронт. А вот в штабах пускай вот эти уклонисты сидят. Ну, вот они послушали, кем ты хочешь стать, предыдущую Олену Рыж. Она говорит, выбирай сам. О, я хочу служить, писарем хочу быть. Ну, буду сидеть писать. Ну, окей. А женщины пойдут воевать. И это говорит женщина. Амазонка. підуть робити свою роботу. Ну, там, сиди за 20-ку, там, а женщины пойдут делать свою работу. То есть, к чему тут она, да? Она говорит о том, что смещается окно, ну, вот это окно Авертона, оно расширяется, и вот это смещаются понятия. То есть, если ТЦК поймает, то все, иди сам. Иди сам. Женщины, слушайте, это у нас такие женщины, что это скучно сидеть, там, это писарем, там, чего-то, где-то кого-то там бинтовать, там, чего-то где-то. Воевать хочет. Она воевать, пускай вот эти сидят, уклонисты. А женщины пойдут. И вот это все, вот этот весь маргарин нам запускают в умы. А по факту получается совсем по-другому. Вот они, в Киеве. В Киеве, в столице. Показали сегодня кадры отстойника ТЦК одного из районов. То есть, ну, посмотрите, да, контингент, так сказать, состояние, люди вот как выглядят. Ну, вот так вот сидят, вот это, в подвале. Ну, глаза все прикрывают, потому что не хотят, чтобы их снимали, и они попали на видео. Яблоку негде упасть. Закат, вот это подвал, там, да, вот они сидят, смотрят, ждут своей участи. Ну и в коридорчике там тоже. С подписью «Держат в плену». Вот так вот их держат. Вот так вот. Можешь выбрать специальность. Не попадай в ТЦК, иди сам. А как это вот выбрать специальность, многие спрашивают, да? Ну вот, каким образом? Ну, наверное, пойти куда-то служить, куда ты хочешь. А вот есть такие примеры? Конечно, есть. Сначала нам показали Эктора Хименеса Браво. Я его тоже в шуме показывал. Повара, кулинара, телевизионного, ведущего, там, судью, мастер-шефа. Потом вот Верещук съездила на денек, другой постреляла по мишеням. А сейчас нам, ну, до этого нам показывали, помните, да, Козловского, который выступал, а потом разразился, потом, когда он попал в, ну, скажем так, красивый от барбершопленный в какой-то окоп, в котором никого нет, и он такое ощущение, что один воюет, и все спрашивали даже, вояка, а чего это ты тут? А потом судился с Кондратюком, продюсером за песни, это длинный был суд еще довоенный, а тут, говорит, не хочу ничего, пускай платит все выплачивает, то, что он не должен, ничего страшного, что у него зарплата там военного, мол,
это другое, то есть это про творчество, а тут говорит, я военный, делай скидку, тут скидку не сделал, короче, все выплатили они по суду, как положено, теперь Козловский поет свои песни и выходит, выступает на дне рождения Усика, еще где-то выступает, а все задаются вопросом, погоди, так ты вчера же был еще, ну вот в окопе в этом, был же олицетворением, смотрите, как шоу-бизнес идет воевать, да? Так он признается, как он вибирав спеціальність. Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там я десь був місяців, напевно, 5. Значит, 5 месяцев он был в Национальной гвардии Украины. Но какой-то он грустный, замученный. Нет, понятно, что веселенькая у него, конечно, футболочка на интервью у Марички. Но погодите, да, что не так? Какую-то крамолу, наверное, расскажет. 5 месяцев был добровольцем в Нацгвардії. А потім мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Национальный президентский оркестр каким-то образом его перевели. Но все ж подумают, слушайте, ну ладно, ну там что? Ну есть же там другие, которые там тоже артисты, тоже там такие все. Там Жадан, например, служит военный, ну на радио там ездит, армия ФМ. Ну, как военный, ну, на радио, ну, ничего страшного. Еще там какие-то есть, тоже пристроились. Ну, и его пристроили в Национальный президентский оркестр. Представляете, военный. В цьому оркестрі я був півроку. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Полгода – самое бессмысленное время в моей жизни. Перевели против его воли. Посмотрели, о, Козловский, в президентский оркестр. Так а что тебя так расстраивает? Подожди, ну, оркестр президентский тоже воюет. Наверное, воевать хотел. Наверное, вот, да, вот, напередок. Не поэтому он такой расстроенный. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Ну, всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне. Интересно, а почему его в президентском оркестре не уважали? Козловского, певца, не уважали в президентском оркестре. И дедовщина там была. Дедовщина, представляете? А в чому Бог з ними. Я зараз навіть не хочу на них акцентувати увагу. Неприємні спогади, дуже безглуздий час. Але навесні 24-го року мене було переведено в 22-гу окрему механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині. І там я познайомився, напевно, з тими людьми, з якими нас сьогодні об'єднує доля, спільна справа. І я так думаю, що ми будемо ще в цьому житті багато чого спільного робити. Ну, в общем, такая история. Значит, почему-то перевели в президентский оркестр, там была дедовщина, обидели художника. Ну, вот обидели. А потом вот в 24-м весной бригаду механизированную в Сумской области он как раз был. Только когда вот началось в Сумской области, почему-то его там нет. Да? Вот сейчас приходят же новости, но его там почему-то нет. Ну, вот такой момент. Ну, вот так бывает. То есть, вот что рассказывают Козловские. Напишите, кстати, в комментариях. Очень интересно, что вы думаете по поводу этих переводов. Почему-то, представляете, взяли, перевели. Мне вообще вот это все напоминает очень мудрый, сегодня, я бы даже сказал, хрестоматийный пост Леди Би. Для тех, кто в курсе, Леди Би — это Марьяна Безуглая. Да? Ну, она тут публикует фотографию там Ирины Верещук по понятным причинам. Значит, приводит много информации. Но вот этот пост, он был сегодня, ну, прям таким, в яблочко. Значит, что пишет? Значит, я не пессимистка, я реалистка. Очень хотела бы ошибаться в своих прогнозах, но пока что все прогнозы подтвердились. То есть там есть разные математики, есть разные там методологи, есть разные аналитики, есть политологи, есть, ну, просто куча в Ютубе видео, там, вот это на картах Таро, которая там куда прилетит, с такого-то по такое, кого там, ну, много жертв, немного, пойдут в наступление, не пойдут, вы уже знаете, да, есть разного рода. А вот у Марьяны все сбывается. Так вот прогноз.
Ну, она, конечно, сказала, что я только малую часть опубликовала. Конечно, малую часть. Если бы я все рассказала, ой. Нас ждет бездна в ближайшие годы. Бездна. Полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками дроновых искусственных интеллекта, ну, под искусственным интеллектом роев на города. То есть, понятно, продвижение, искусственный интеллект, дроны будут бить по городам, мировая война, передел мира, вообще разносторонний технологический рывок человечества, ну, она и такое может предсказывать, полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией, кибернетизацией жизни, жизнь тех, кто останется живым. Смена государственных систем, все это очень быстро, сказала Безуглая, случится. Но вот тут очень интересно. Значит, но Кожин и каждая, кто сейчас с волей, возможности, силами бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина, вот это вот ради этого стоило читать было все остальное. Вот, Украина станет такой, на которую мы способны. Вдумайтесь в фразу. Украина станет такой, на которую мы способны. То есть слуга народа, да, там Марьяна Безуглая, вот на что она способна, на это такой станет страна. Ну и понятно, что Украины такой, которая была, больше не будет, ну и, собственно, все остальное. А на что способны? Традиционно нам об этом пытается донести карта Deep State. Значит, свежее обновление карты Deep State. Значит, сегодня, да, так уж сложилось, что официально нам объявили о том, что водолаги еще пока не обрисовали, но беловоды, Лакня уже под Российской Федерацией. То есть здесь Журавка, Новенькая, Басовка, Веселовка, то есть все это вот уже под контролем. Серенькая зона, это, кстати, давно так не было. Обычно, даже если серенькая зона, ну там не называют, что это под контролем Российской Федерации. То есть вот так выглядит вот эта буферная зона, вот здесь немножко, да, вот таким вот образом выглядит буферная зона, которая вырисовывается, и продвижение идет туда на Юнаковку, Яблуневку, ну и в эту сторону на Водолаги, Владимировку. Это вот так вот мы классно обменяли Курскую область. Ну вот был же такой момент, что мы Курскую область что сделаем? Правильно, обменяем. А на что? На Сумскую, по крайней мере, часть Сумской. Принципиальная ситуация также вот здесь. Тут тоже есть своя Яблоневка. Значит, это Константиновка. Ее окутывают клещи. Значит, есть Заря, населенный пункт, который уже, видите, поменял непосредственно изображение вот здесь, да, хотя вот тут как бы все равно. Это там Заря, та, которая, ну, населенный пункт, где обнимали местные жители российскую армию, чем много постов критики собрали вот эти все публикации, но так и есть объективный контроль. Россияне заходят, местные там с ними обнимаются. Это очень стратегически важный населенный пункт. Романовка тоже здесь. Сегодня Российская Федерация заявила, что, я так понимаю, Гнатовка и Старая Николаевка, они уже под их контролем. То есть здесь мы тоже проверяем то, что серенькое. Это означает, там вооруженных сил Украины нет, максимум какие-то бои ведутся, но в принципе там россияне. То есть вот эту карту, которую они зарисовывают, можно еще и серенького добавить по пути вот этого продвижения. Ну, еще одна новость с фронта – это расширение плацдарма вот здесь, да, в районе Удачного. Вот здесь есть продвижение, и Новониколаевки. То есть, ну, расстояние до Днепропетровской области, оно сокращается.
ну, как пропорционально. То есть примерно, пока нет вариантов, ну, или как перспектив, что вполне вероятно перейдут эту черту, но эту черту подходят к ней уже в нескольких местах. Вот как-то так. Также очень интересное вот это продвижение к зеленому углу, зеленый кут, богатырь вот здесь, да, вот здесь прям по трассе прошли, и вот здесь на Отрадное вышли. То есть, если брать опять-таки тот же принцип, что серенькая уже под контролем, серая зона, то, что считается под контролем российской армии, то, ну, безуглая права, нас ждет как бы бездна, прорывы. Только где тут Третья мировая война? Параллельно с этим несутся новости из Запорожской области. Несутся таким достаточно интересным посылом Нью-Йорк Таймс. Там развидели, ну это вот Запорожская атомная станция, здесь Энергодар, что Россия тянет линии, вот так вот, к Мелитополю, вот сюда, к Мариуполю, вот так вот тянет линии, ну и, понятное дело, потом, наверное, запятается Крым, чтобы подключить Запорожскую атомную. Сначала об этом рассказывал там бывший мэр Мариуполя, ну это его вотчина, да, там, или там чиновники из Запорожской области. Ну вот, то есть абсолютно другие планы. Келлог говорит о 22 пунктах. Помните, Витков там рассказывал о том, что по поводу Запорожской атомной, о том, что американцы будут контролировать еще что-то. Но вот если они в процессе вот этого продвижения по фронту подключат еще Запорожскую атомную, то ее судьба тоже, получается, предрешена уже как есть, так и есть. И об этом, ну, как бы говорить, ну, можно смело и вслух, потому что проект есть, подстанции определенные построены, линии на спутниковых снимках обозначены. Ну, то есть этот пункт минус вот этого, так сказать, плана Келлога, и о котором там говорил Витков. Тем не менее, мы понимаем, что нам не говорят многого. И судя по там, движению по Днепропетровской области, и то, что сейчас происходит в Донецкой, и даже в Сумской, которая там отделяется уже буфером, есть предположение, что в принципе это все, ну, спланированная акция. То есть до какого-то периода россияне должны выйти туда, не куда смогут, а куда наметили, а потом садиться за стол переговоров. Вполне вероятно, потому что вот этот обмен, как бы там, какими он не сопровождался страстями, мы обсуждали на сегодняшнем эфире с Игорем Мосейчуком, но этот обмен, он прошел. И прошел успешно. Да, понятно, есть там претензии, кого на кого обменяли, но обмены прошли. То есть пункт выполнен. Криво, косо, но он есть. Вот этот пункт по ЗАЭС непонятно, будет ли выполнен. Или там такая задумка, да, что американцы придут, будут давать и на оккупированную, ну там подконтрольную России территорию, и на подконтрольную украинскую территорию эту электроэнергию. Может в этом план, но что-то, судя по масштабу проекта, не похоже. Ну, по поводу обмененных пленных я все-таки позволю себе немного как бы с другой стороны подойти к вопросу. Вы слышали там инсайды Мосейчука, другие инсайды, кто-то там говорил, Лубенец выходил, говорил, там больные. Ну, понятно, что здоровых в плену нет, тем более столько лет находиться в плену, там здоровье в любом случае пошатнется. Но это здоровье поправляют украинским военнопленным, причем вот в таких условиях. Это вот кадры из одного из реабилитационных центров. Ну, если все думают, что Шелест тут хайпует, да, снял какой-то непонятный заброшенный туалет, нет, есть прям видео, которое снимают солдаты, прошедшие плен, попавшие в реабилитационный центр и делятся в соцсетях. Делятся в соцсетях вот этими видео. Ну, пожалуйста, вот такая обстановка. Вот такой санузел, все, как бы, все. Вот такой, ну, как номер, палата, да, палата. Раз, два, три, четыре, ну, там 3 человека, 3-4. Вот они выходят на балкончик, вот такие вот условия. В принципе, вот так воины, герои, которым там обматывают флаг, которым радуются
ровно сутки. И, в принципе, вот это вот стамбульский обмен или там после стамбульского обмена, это лучше, потому что 3 суток радовались. То есть там 300, там 300, там 300. А вот что потом с ними происходит? В реабилитационный центр. Куда? Да вот туда. Ну, в принципе, в таких условиях они находятся, снимают и это все показывают. Еще 2 момента, о которых я хотел, чтобы вы пошумели. Напишите в комментариях по предыдущим, что думаете. Прям очень интересно почитать. И я считаю, что все равно правильно высказываться по всему этому поводу, потому что молчать просто не представляется возможным. Но это очередные варианты перепрошивки. Сегодня в качестве перепрошивки нам продемонстрировали видео окончательного уничтожения холма славы во Львове. Е-е-е и ух, это говорит снимающий. В общем, это холм славы, где уже там пару недель идут работы по эксгумации советских солдат. Памятники снесли раньше, а это последняя колонна большого мемориального комплекса советским солдатам, освободителям, победителям Великой Отечественной войны. Вот это вот сегодня этого объекта больше нет во Львове. И не знаю, что после него останется. И почему на этом месте нет ничего нового? Смотрите, одно дело там даже эксгумировать солдат, перезахоронить их где-то в более таком месте, да, понятно, вас там не устраивают звезды декоммунизации. Уберите звезды, сделайте ухоженные места почитания, перепишите. Это как вот дом Булгакова. С русского на украинский там переписывали несколько раз, вот это вот все, да. То есть нет, надо убрать. И на этом постаменте ничегошеньки. Нет, там место хорошее, возможно, что-то и построят, какую-нибудь там, не знаю, летнюю площадку или какой-нибудь там, не знаю, качельки, карусельки. Хотя может, качельки, карусельки к выборам построят, какой-нибудь мажоритарщик выделит. Но этого объекта уже не будет. То есть его не переделывали, его не реконструировали, в него не вдохнули новую идею, его просто снесли. Так просто взяли и раз и все. И вычеркнули из истории. Львова, который тоже очень тяжело освобождался от немцев. И, конечно, параллельно с этим идет какой-то очень интересный процесс, связанный с русским и украинским языком. В чем интересный? В том, что многие украинскоязычные, бывшие русскоязычные, недопонимають, а що происходит з їх дітьми. Вот як вот эта мамочка. Я тільки що дочку на тренування, і у нас з нею відбулася розмова стосовно мови. Чому ця розмова відбулася? Тому що я стала свідком, як моя дочка зі своїм однокласником, який розмовляє російською мовою, і вона переходить в діалозі з ним на російську мову. Значит, девушка сидит в машине, отвезла свою дочку на тренировку и решила с ней поговорить о языке. А что решила? Потому что она стала свидетелем ужасной ситуации. Значит, девочка со своим одноклассником говорит, одноклассник по-русски говорит, а она переходит из украинского на русский. Представляете? Коли ми з нею залишилися вдвох, я в неї запитую, кажу: Софіка, чому ти переходиш на російську мову? На що вона така: не знаю. Я кажу: ти підлаштовуєшся просто під нього? Вона така: мабуть. Я кажу: так не потрібно підлаштовуватися, нехай під тебе підлаштовуються. І знову ж таки починаю роз'яснювати важливість спілкування українською мовою. Я не давлю там на свою дитину, бо... Не, конечно, не давишь, абсолютно. Ты говоришь: что ты переходишь? Ты подстраиваешься? Не знаю, перехожу и перехожу. Нет, ты должна, беседа с тобой о том, как важно не переходить на русский язык. Їй 10 років, і більшість своїх років ми розмовляли російською мовою в сім'ї. Але з повномасштабним вторгненням сама почала переходити на українську мову не одразу, тільки тоді, коли вже прийшло усвідомлення того. То есть она начала тоже переходить, но почему, да? То есть большинство жизни, эта 10-летняя девочка, она
говорила по-русски. 4-й год войны на украинском. Мама перешла не сразу, но когда осознание пришло, осознание, представляете, она начала вот это вот заниматься вот тем, что стала разговаривать. Ну, стала и стала. Дочке почему нельзя по-русски говорить с одноклассником? Що мова – це важливо, що мова має значення, як би там хто не розповідав, какая разниця. Мова має значення. І коли прийшло це усвідомлення, я сама поступово перейшла на українську мову. І, звичайно, з дитиною працюю в цьому напрямку. Але як працюю? Спілкуюсь з нею українською мовою. Немає такого, щоб я там так, Софія, все забула. Так что ты оправдываешься? Ну, поговорила, объяснила, зачем ты вообще это видео записываешь? Не, понятно, что все сейчас хотят стать блогерами, всем интересно поделиться своим жизненным опытом, психологией. Сейчас там куча даже проектов таких есть, там Супермама. Супермама, да? Я вот решил, я решила поговорить, но я не давлю. Не-не-не, вообще не давлю, ни разу. Забороняю тобі говорити там російською мовою. Ні, я з нею спілкуюся українською мовою. І вона потроху почала переходити на українську. Але от я помітила таку ситуацію, і ми з нею це оговорили. Я їй ще раз проговорила значення мови і важливість все ж таки переходити на українську мову і не підлаштовуватися під тих, хто говорить російською. Ну, на що вона мені сказала: все, мама, я зрозуміла, окей. Каже, а знаєш, між прочим, у нас в школі вчителі між собою говорять російською мовою. То есть вот для чего был этот весь спич, поняли, да? То есть я тоже смотрю, думаю, ну хорошо, ну случилось там, ты там ее воспитываешь, говоришь на украинском, ты неправильно делаешь, говоришь о том, что нельзя, не надо переходить там на русский язык, если ты общаешься, не надо. Но вот эта последняя фраза выдала все. Вот все. Все, что нужно знать об истинных мотивах. Короче, стукачи, понимаете? Все учителя на русском говорят, представляете? В ее школе. Она взяла там, девочка, ну ладно, девочка там сказала учителя. Она, может, пример привела учителей, что да, все на украинском, школа, образование, но все как бы по перерыве говорят по-русски. Вот эта мамашка обиделась и выдала в паблик. Ну, такой начинающий блогер говорит, представляешь, учителя на русском говорят. Вот это беда, вот эта история. Как же так? Как же так? Представляете? Дочка по-русски решила говорить. Примечательно, что тут же тоже все зависит от, ну, давайте так, определенного контекста. Контекста происходящего. Ну, как бы, сегодня разошелся, скажем так, мощным посылом Дуров, основатель Telegram. Разошелся не на шутку. Значит, основатель Telegram Дуров на конференции по правам человека в Норвегии ответил на обвинение в том, что он зависим от тех или иных госструктур. И выдал сентенцию: «Я русский, я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом». Это он сказал в ответ на то, что ему, мол, ну ты же как бы, да, вы же пророссийский, еще что-то. Говорит, нет, я русский, я не стану ничьим активом. Надо знать, там дальше есть полная цитата, надо знать мою историю, какую роль я там отыгрывал ВКонтакте, да, вот сейчас Телеграм. То есть я не буду ничьим активом. Но он не стыдится того, что он там, кто он по национальности, кто он. А здесь, получается, девочке стыдно, что она на украинском говорит. Ее мама наускивает. Да нет, девочке просто интересно общаться с тем мальчиком в своей среде. Вот не подстраиваться и не быть чьим-то активом. А мама, перейдя на украинский язык, стала активом, определенным активом. Потому что многие из тех, кого я знаю, тоже переходили на украинский язык. Ну, как бы, да, после широкомасштабного вторжения. А потом перешли обратно. А знаете, в чем причина? Не в том, что разочаровались в государстве или в чем-то еще. А причина в том, что им стало обидно за травлю вот этих русскоязычных, и они сказали: нет, ребята, то есть мы там поговорили на украинском, мы обратно переходим. Да в Киеве полно таких.
Вот такая вот дилемма. Сегодня у меня на канале вышло интервью, если не видели еще, посмотрите, пожалуйста, с Павлом Щелиным. Он на самом деле высказал такую крамольную мысль, что русскоязычные украинцы должны определяться. Ну, как бы они с кем, да, русскоязычные украинцы. Не будет русскоязычных украинцев. Будут или условно там, да, люди, ну, там, русские люди, или те, которые как бы в Украине, да, будут там люди украинские. Здесь я с ним категорически не согласен. Категорически от слова абсолютно и совсем. Но это вот мнение Павла Щелина, обосновано философское. Философское обоснование. О том, что да и русские у нас разные, о том, что и в принципе, да, это язык межнационального общения. Ну, тут другие аргументы играют. Вопрос в том, что мы говорили, перестроились, получается, стали чьим-то активом. Вот такое умозаключение. Ну и в конце. Ну, знаете, вот там русские, не русские. Сегодня, конечно, такое видео, которое в конце я предлагаю пошуметь, пришло из Пермского края, где учитель физкультуры в техникуме воспитывал учеников, ну, за опоздание, за прогулы, вот таким бесхитростным образом. В мае месяце ставил их на лыжи. Пацаны путаются, а он говорит, давай на лыжи, май месяц. И сегодня ему там, ну, не то, что сделали выговор, а вот власти Пермского края из образования увидели, сказали, не-не-не, вы что, не надо так делать. Все, больше так не будет. Вот так воспитывать. Можно взять девочку и в мае месяце на лыжи тоже поставить. Говорит, чтоб не общалась по-русски, не переходила на русский, общайся по-украински. Такие вот методы воспитания. Почему бы и нет? Ну, конечно, это все в качестве хохмы, шутки, для того, чтобы как бы скоротать вечер, но в любом случае я очень благодарен всем за то, что реагируете, за то, что вот даже пользуетесь суперчатиком. Спасибо Анне Салам за то, что желает good luck, удачи. Это прекрасно. Спасибо большое, что пользуетесь там, да, и QR-кодом, чтобы поддержать канал. Ну, это, если работает, конечно, этот сервис. Да, вот учитель года пишет Андрей Пивень, ну, естественно. Значит, ну, это Россия, да, вот такая вот зима в Пермском крае. Вот Наталья Дар говорит, что я говорю на языке моих мамы и папы. Ну, вот так, да, я тоже говорю на языке моих мамы и папы. Где-то чуть-чуть на украинском. Я говорю на языке там бабушки и дедушки, вот таком, да, украинском. Про бабушки и про дедушки. Тоже кто-то говорил на русском, кто-то по-украински. Вообще, я сегодня с самого утра опубликовал бессмертное высказывание убитого историка и писателя, публициста Олеся Бузины, который говорил, что территория такая. Все были дву-трехязычные. Ну, потому что земли такие. Потому что тут по-польски там Богдан Хмельницкий говорил, там, да, там, татарский в обиходе, понятное дело, все друг друга должны понимать. Ну, вот как-то так. Поэтому тут такой принцип. Наверное, правильный. Если понимать, кто ты и откуда, и зачем тебе это нужно, то проблемы никакой не будет. Памятники только не надо валять, потому что, ну, на язык русский не переходишь. В каком формате встречи лидеров может закончиться война? Вот такие как бы варианты были и вот такие результаты. 4% Путин и Зеленский. 9% Трамп, Путин, Зеленский. 37% ни в одном из перечисленных, то есть в формате встреч лидеров, не закончится война. И 51% все-таки будут, ну, уверены, больше половины, немножко на 1%, что Трамп и Путин все-таки способны закончить войну в Украине. Получается, что без Зеленского. Значит, да, действительно, сейчас пообщаемся с чатом трансляции. Вот там Марина Корниенко говорит, поэтому славяне умные люди, да, то есть знают много языков. Ну так приходится, понимаете, приходится, потому что, ну так вот получилось. Буферная Украина. Не буферная, все-таки не совсем, не буферная.
Земли просто такие, переходили из рук в руки. Значит, Александр, эфир на троих, ты, Константин Петрович Бондаренко и Спивак реально сделать? Или Спивак сольется с такого? Нет, ребята, у нас есть формат, мы договорились. Ну, я думаю, что ничего, если ничего не поменяется, ничего не случится, то первый понедельник месяца Кость Бондаренко, Щелин и, ну, как бы я, да, на троих мы сделаем такой эфир. Ну, вот будем стараться делать по понедельникам, если все удастся. Ближайший понедельник, то вот 1 число июня, да, 2 июня планируем вот подобные вещи. Это сложно организовать из-за разницы часовых поясов, но тем не менее. Значит, предлагаю начать традиционно, значит, с закрытого клуба в Telegram. Тут буквально немножко вопросов, но есть. Павел Чичулин. Здравствуйте, Александр. Вопрос. Почему не наблюдается никакого объединения людей, реальной оппозиции, всех, кто под санкциями, ну или просто изгнаны из страны? В чем причина, что не наблюдается никакого сопротивления беспределу, европейская крыша, и дергают ли в Европе тех самых диссидентов в разные структуры по разным вопросам по просьбе Киева? Значит, дергают, некоторым шьют дело, они висят под экстрадицией. Есть, кстати, такая практика, об этом, ну вот правда рассказывают. Были случаи, что могут подъехать в багажник и потом по зеленому коридору, никто особо не досматривает специально. Ну вот как с Чаусом примерно было, да, вот такие какие-то там мансы. И поэтому тоже все боятся и беспредела, я не буду говорить о крайних формах, и тоже по закону. По поводу там оппозиции все очень разные люди, все абсолютно разные. И идеологически, и путь все разные прошли. То есть, поэтому объединение там, ну, очень маловероятно. Какого-то более-менее здорового объединения. Потому что друг другу и за границей тоже начинают тыкать, а вот ты до войны был с этими, а ты с этими, а ты с теми, а ты с пятыми, а ты с десятыми. Это очень сложно сделать. Никита, Александр, я вот не вижу реальной возможности остановить войну переговорами из-за того, что знаю, что такие войны заканчиваются полным разгромом одной из сторон и принятием всех условий. Как это может выглядеть? Российские войска заходят во все города, устанавливают свою власть, полиции нет, ходят с оружием, захотели машину забрали, не понравился кто-то забрали, женщина понравилась забрали. По вашему мнению, как в реальности это может выглядеть? Смотрите, для того, чтобы остановить войну, Никита, переговорами, нужны переговорщики. Профессиональные, четкие, не назначенные по принципу верности или какого-то там такого, а люди, которые выполняют задачу, называются директивы, и как бы владеют переговорным процессом. Когда это по принципу лояльности, ну извините, ну тут уже, да, то есть... или по принципу исполнения каких-то моментов, ну, тут не будет никакого переговора, есть ли смысл в этих переговорщиках. То, что мы увидели в Стамбуле с украинской стороны, мне сложно оценить. То есть, ну, там Кислица был дипломат, и куча всех в военной форме, понимаете, с Умеровым вместе. С российской стороны их можно, эту группу, если так присовокупить, там же были еще эксперты, там женщина была эксперт и так далее, они более походили на переговорщиков, хоть к фигуре Мединского много вопросов, там, да, и, ну, это аллюзия к первому Стамбулу. То есть переговорщик это не означает, что ты самый главный. Переговорщик это означает, что ты должен прийти к какому-то результату, приемлемому, потому что у тебя есть директива, ну, там, одного руководителя, у другого есть директива другого руководителя, поэтому этого нет. Значит, полного разгрома, я надеюсь, не будет в плане вот таком, кровавом, как вы описываете, да, зашли, не сопротивляются, полиция и так далее, вот этого уже не будет. Но для этого нужны, опять-таки, упор на переговорщиков и на какой-то здравый смысл всего происходящего. Это то, что вы описали, может случиться в результате, ну, в результате обвала, обрушения фронта. Стремительного. Но шибко стремительным оно уже не будет. Таким вот, как там, с прецедентами, там, ну вот, как заходили в 22 году под Киев, то есть уже так быстро никто не зайдет. То есть тогда же никто не понимал, что война будет в городах. Сейчас-то все понимают, война близится, надо уезжать, просто некуда людям уезжать. Поэтому может быть все, что угодно. А представьте ситуацию, спрашивает пользователь Штырь. Украина в 2014 году вошла в таможенный союз.
Представить можно, но тогда уже давайте в 13-м, да, до Майдана. Мариуполь, Украина, Мелитополь, Украина, Крым, Украина, Андрей, ёпта, ну, Украина, Украина. Александр, верите, что люди перестанут подчиняться этой власти, сами начнут решать свою судьбу? Лилия Скрипниченко. Конечно, конечно. Значит, уверен, что так и будет. И вот эти там апокалиптические прогнозы, там тоже, что у меня на канале обсуждали, о том, что станут, ну, определенные даже территории, да, неподконтрольные, села, потом районы, которые там, чтобы не пускать ТЦКшников, да, ну тут же они быстренько, видите, с полицией, и ты вроде как нарушитель закона, тебе двери ломают, уж не ТЦКшники, а полицейские, то есть по закону все, тебя приняли. Спровоцировал военнослужащего, все вперед от 2 до 5. Ну и хулиганка, как вот, да, как повод. Значит, Global. Александр Шелест, Панченко выложила видео, все по фактам. Может, конфликт Украины и РФ только начало Третьей мировой войны или мировой войны. Смотрите, Global. Факты, вещь упрямая. Значит, спорить вот это, по поводу этого я не буду, не видел. Но я вам хочу сказать очень жесткую и неприятную вещь. Мое мнение, и оно, вот чем дальше, тем больше подтверждается. Не идет речь ни о какой мировой войне. Ни о какой. Это действительно континентальная война, большая, там со времен Второй мировой, на этой территории. Но преувеличивать масштабы тоже не стоит. Вот как бы это ни было обидно каждому, кто, ну, там, сопричастен, следит за войной, с российской стороны, с украинской, там, с соседей белорусы, еще кто-то, кому болит эта война. В масштабах мира продвижение вот это, оно небольшое. Характер войны даже не сравним с Газой или с какими-то там другими стычками или горячими точками. То есть, как бы это ни было печально, но все-таки я думаю, что это не повод для Третьей мировой. Повод для Третьей мировой может быть, опять-таки, ну здесь очень так косвенно, в плане там, помните, как разделили Польшу, что типа такая судьба у Украины, раздел, и потом вот как-то так, да, то есть, а это уже как бы предпосылки. Но нет двух агрессирующих сторон, вот таких, как там, да, там, немцы, например, да, времен Гитлера, да, не было вот этих всех, скажем, моментов захватничества с двух сторон. То есть Украину не пытается захватить Запад, он ее пытается колонизировать. Это все-таки две разные вещи. То есть никто там, Евросоюз не сказал: о, поляки, слушайте, вы классные ребята, идите, давайте, забирайте назад свое, например, там на Западе, или венгры, или румыны. Нет. Это все другая экспансия, это колонизация. А это захватническая именно война. Понимаете, тут два разных потенциала. Поэтому здесь не будет мировой войны. Здесь все-таки как там не критикуют Трампа, что вот есть непреодолимые противоречия, Трамп ничего не может сделать. Нет, все-таки это решается через сделку. То есть посыл у Трампа правильный. Просто условия сделки надо подбирать. Надо подбирать, понимать вот эти там 22 пункта, да, кто может выполнить, кто не может. Значит, Одесса, значит, да, почему суд по правам человека в ЕС молчат по поводу закрытых границ Украины. Так а кто обратиться? Ну, ты ж не обратишься никак. Закрыто и закрыто. Ну, вот все, военное положение, формально все, вот видите, вот такое решение. Суд по правам человека должен как бы человека защитить. Но кто не пересек границу, ну, туда не достучиться уже, потому что лапти свернут и в ТЦК. Так, почему печально, да и слава богу, мировой войны не будет, дети и внуки в России, Татьяна Андреева. Смотрите, неважно, где у вас дети и внуки, если это мировая война. Печально, я имею в виду, печально это осознавать, потому что, ну, условно, там, да, для людей, которые вовлечены в войну, кажется, что весь мир смотрит, всему миру плевать. Вот это печально, это разочарование именно для этих людей. А в целом я с вами солидарен, это очень хорошо, что не будет мировой войны. И ее не будет. Ее не допустят те же финансовые кризисы и те же, скажем так, дальнейшие проблемы с возможным контролем людей
Вот то, о чем Безуглая писала, да, в своих прогнозах. Ну, там миром, это, понимаете, оно несочетаемо. То есть то, что она привела, наше будущее, не сочетается с мировой войной в том понимании, в котором вот мы сейчас видим вот войну, которую надо масштабировать, чтобы воевали все со всеми. Зеленский там, с другими лидерами, там, вот как они с Макроном, Мерцем и Стармером сидели, только представьте их в военной форме, они вот такие сидят и там направляют куда-то. Да, а с другой стороны Путин, Си Цзиньпин, там, например, да, и там Ким Чен Ын, может еще кто там, из Лукашенко, конечно, и вот они вот с другой стороны смотрят. Не будет этого. Ну вот не будет. Это не та война, которая может перерасти в мировую. Хотя для Зеленского вовлечение и масштабирование – это выход. Ну, тут бесспорно, политический имеется в виду, политический выход. Но Третья мировая война, это хорошо, что ее не будет. Я с вами здесь полностью согласен, потому что там точно кто-то чмыхнет ядерным оружием. Ну, или чем-то другим. Саша, подожди, как же термоядерная война? Нет, мы так не договаривались. Если в первом акте висит ружье на стене, значит, должно выстрелить. Рано для термоядерной войны. Рано. Мне кажется, рано. Угу. Значит, весь мир в труху. Способен ли режим Зеленского подорвать свои АЭС в случае критического состояния? Способен ли? Может, способен, но не дадут. Не дадут, нет, не получится. Может, какая-то где-то там какая-то техногенная авария, может, какой-то химический, там какой-то там, как это, утечка какая-то, но вот такого, чтобы вот это вот все, да, для картинного не будет этого. Павел Ефимов, Александр, показали ли санкции против тебя, кто друг, кто враг, а так? Ну, так всегда бывает, фазовые переходы, да, то есть, как это там, паровоз, остановки, паровоз едет дальше. Богданов Михаил, Зеленский сможет продолжить войну до конца года без массовых репрессий и бесплатной рабочей силы? Значит... До конца года сможет. Там надавали кредитов, там было 8 миллиардов до конца года от Норвегии, еще там какие-то... то есть Европу будут доить и смогут. Бесплатная рабочая сила не будет, но гривню уже напечатают. То есть она будет как бы номинально оплачиваемой, но достаточно сложным образом. В общем, девальвирует все, хоть там курс как-то будут держать. За счет инфляции это все будет выглядеть очень и очень удручающе. Между Россией и Украиной тоже не думали, что будет война. Это вы апеллируете к тому, что не будет Третьей мировой. Хорошая апелляция. Но опять-таки это тоже не получается, что это не война. Вот получается, что не война. Объявления войны не было. Состояния войны нет. Есть военное положение. С одной стороны СВО плюс КТО на приграничье. С другой стороны. Тут же тоже все такая очень важная история. Будут ли прилеты по ТЭЦ? В смысле, выключать рубильник? Да, ну, при этой истории, да, по ТЭЦ и газовым хранилищам, и газовой инфраструктуре. Если вот летняя кампания вот пойдет дальше и будет, ну, как бы, как снежный ком, как маховик раскручено. А солдат хватит. Эрнесто, война немножко не та, то есть дроны, вся остальная история. Смотрите, не так их много нужно, понимаете, этих солдат для вот такого рода войны. Поэтому до конца года хватит, там повоюют, а там видно будет, как говорится, да, и шаг, падишах, вот такие расчеты. Но я думаю, что ситуация будет при этом негативном сценарии, а это негативный сценарий, я думаю, что будет, конечно, критическая. Александр, возможен ли эфир с Яном Таксюром? Было бы интересно. Людмила. Не знаю, насколько возможен. Это, да, вы его обменяли. Там, он, по-моему, в Российскую Федерацию переехал. Я с ним пересекался несколько раз на эфирах. Хороший писатель, умный дядька. О православии очень толково говорит. Арестович заявляет, Зеленский ведет переговоры исключительно по вопросу своей личной безопасности. Что думаете по этому поводу? Мне кажется, больше какая-то такая политическая история. Не без этого, внимание, не без этого.
Мне кажется, он о чем-то договорился уже, да, но не с теми. Договорился, но не с теми. То есть кто-то будет прикрывать его, однозначно, пятую точку, и поэтому он так себя дальше продолжает вести. Кредит вопрос. Александр, как вы считаете, была ли возможна умная украинизация? Если да, то каким образом ее нужно было проводить? Умная украинизация, ну, она была при Союзе. Умная украинизация. Хоть там, конечно, мне вспомнят диссидентов, вот это все, то есть движение там, ну, то, что даже там мы учили, но я в университете на уроках украинской литературы там или какой-то истории, ну, имеется в виду украинской истории, но она была действительно умная, по большому счету умная, то есть не было вот это все, то есть по языку язык старались держать в рамках литературного языка, и правильно, кстати, делали. Язык все-таки это универсальная должна быть штука. То есть не так, чтобы там условно, чтобы тебя поняли во всех регионах Украины на украинском. Ну или вообще в мире, но на украинском. Он должен быть универсален. И это тоже научный подход. И в принципе, ну слушайте, в Советском Союзе печатали больше украинскоязычных книг. Ну, книг на украинском языке имеется в виду, там разных авторов, украинских, неукраинских, россиян, там, не знаю, Расула Гамзатова мне попадался томик на украинском языке. Это филигранно, представляете, и стихи переводили. И, в общем, не знаю, и мудрые вещи читал, прям на украинском попадались, это прям филигранно. Очень качественные были переводы. Ну, а сейчас не так. Значит, Александр, здравствуйте. Вы еще верите, что война закончится в этом году? Спасибо, луч света. Смотрите, Наталья, я верю, что война закончится в этом году. Я думаю, что она... Ну, опять-таки, я сейчас вам скажу, а вы скажете, что я розовый пони, понимаете? Ну, объективно по событиям динамика есть. Там вот эти даже разношерстные заявления или там, смотрите, объективно по событиям. То есть от сценария, что встретились в Стамбуле, договорились, обменялись пленными. После этого меморандумы, вот видите, украинский уже готов, представляете? Там Мосейчук говорит, что и российский уже готов, уже тоже в Вашингтоне, уже все знают, уже начинают следующую встречу. Там вот Келлог говорит Женева, россияне говорят Стамбул. То есть, если вот так по логике событий, то вполне вероятно, там первая декада июня состоится встреча. Сколько вот вопрос нужно будет таких встреч? Вот самый главный вопрос, да? Если вот состоится встреча, ну пускай одна, потом через 2 недели другая, то есть в июне меморандумы согласуют, да, потом ничего не сорвется, подпишут. Но опять-таки, какие меморандумы подпишут? Зная, что украинская сторона будет настаивать на рамочных меморандумах, ну такой рамке, ну такое, да, то есть а россияне на как бы, ну как сценарии, вот в этом могут не сойтись, и нужно будет несколько раундов переговоров, и эти переговоры могут сопровождать все лето войны. Тяжелой, бескомпромиссной, мощной и, ну, убийственной. В этом проблема. То есть, но ход идет вот такой, что они подпишут меморандум, примут там меры контроля за прекращение огня, выход, не знаю, будет ли политическая часть или не будет по выборам и, ну, опять-таки, с кем подписывать, то есть, и потом уже выход на мирное соглашение. То есть, как бы, логика такая. Но вот затык будет в этих всех меморандумах, на этом можно просто долго играть. После подписания меморандума тоже можно играть и затягивать. До подписания имеется в виду, ну, там, можно вообще, как бы, лучшая история — это подписать меморандум с прекращением огня до подписания
ну вот, мирных соглашений, но туда зацепить политическую часть, чтобы были выборы, а там, смотрите, уже 3 месяца, это избирательная кампания, полгода, то есть и нормально можно уходить, и Зеленскому можно почищать хвосты, крутить гайки, идти на выборы или там ставить преемника, который будет это подписывать, потому что я думаю, что основная подпись должна быть все-таки по этой старой логике после смены власти, но это будет не Зеленский, а его преемник. Ну, то есть вот такая может быть модель. И она, в принципе, логична. То есть побеждает преемник с тем же самым вот этим всем курсом, как и Зеленский, а может другой, но тот, который договорится. Курс будет другой, но с Зеленским договорятся о сохранении его в системе, в орбите, то есть власти. То есть он будет поважный президент, который, как вот там, Кучма, Кравчук вот этот усопший, Ющенко там, да, вот это все важничать будет. Ну, с Порошенко там вопросы, надо санкции снимать, поэтому уже гладко не будет. Но, тем не менее, будет в пантеоне таких президентов важных, правильных президентов, и тогда вот все, собственно, и произойдет. Саша, ты не думал, что в Украине может появиться Пригоженко? Может появиться. Может, но может не дадут. Наверное, этому произойти, хотя это всегда внезапная история. То есть внезапно. Пригожин пошел с маршем по справедливости внезапно, это было видно по Путину. Он не ожидал, хотя Пригожин не угрожал Путину. Ну вот Путину не угрожал, просто он пошел против системы, поэтому вот такая с ним приключилась история, хотя некоторые верят, что он до сих пор жив. Я имею в виду Путин. Солдат хватит, а оно им надо, тем солдатам, особенно бусифицированным, захисники ТЦК и полиция готовы принять бой под крутами или разбегутся первыми. Значит, менты разбегаются первыми, Алекс спрашивает, это факт. Прям с 2014 года, прям на Донбассе, прям это все понятно было. Все разбежались первыми, все сразу. То есть, что ополчение, ну там типа пришло, да, что потом были часть как бы освобождения армии украинской городов Донбасса, сразу первые. То есть, ну, в общем, это такие люди, которые первые дают дёру. Ну, то есть, системно. Нет, есть разные случаи индивидуальные, понятное дело. У меня знакомые такие есть, которые там боролись. Но, как правило, это такие люди, которые первые дадут дёру. Значит, солдатам надо или не надо, солдатам нужно жить, понимаете? Война тяжелый учитель, быстро, к сожалению, быстро становишься солдатом, ну или ну там мясом, да, конечно, не хочется, все-таки это чьи-то дети, чьи-то мужья, чьи-то родные, но тут два выбора, то есть или умереть, или, ну, как бы жить дальше, но вот будучи этим солдатом. СЗЧ, плен, не говорите, не предлагайте эти варианты, то есть мы идем системно, в системном варианте, потому что это все-таки личный выбор каждого, то или иное движение, хоть там даже малыми группами убегают в СЗЧ. Поэтому солдат, как бы, оно им не надо, и многим сейчас уже не надо, которые воюют там с 22 года или там с 14 года, и все об этом открыто признают. Но выбора другого нет. Люди поставлены ситуацию, это еще один трагический момент, когда в этой войне уже там не получится, как там на Донбассе, с той стороны, алло, мы сейчас будем стрелять, там все попрятались, постреляли, все вроде видимость создали, ой-ой-ой, там кого-то зацепило, имеется в виду там какой-то частный сектор, дома и все, такого уже не будет. Военный перевод Эрнеста переворота, нет ли предпосылок? Думаю, что пока нет. Пока нет. Предпосылки можно найти, но как бы это не та кипучая масса. Все равно должно быть... Понимаете, он возможен только если военные почувствуют, что их поддержат люди. Но ситуация с ТЦК — это очень грамотный политический ход, когда они в форме ВСУ, и военных боятся обычных, да, то есть народ. Если бы действительно ТЦК переодели, и вот эти были бы менты и ТЦК, а военные — это типа военные, тогда было бы больше идеологических предпосылок.
Да, друзья, всем большое спасибо за то, что этот вечер провели в этой компании. Слушайте, хотел так недолго, хотел коротенько, но тем не менее благодарен всем за то, что, несмотря на позднее время, мы вместе, вот у нас 11 тысяч, неплохой результат. Большая просьба поставить лайк и написать, что вы думаете под этим видео о тех или иных вещах, которые мы с вами обсудили и знатно сегодня пошумели. Берегите себя, всем доброй ночи, добра и света. Хорошо пошумели. Пошумим еще. До скорого.